Пошел, пошел кефир. В эфире. Ну, это ж прекрасно. Всех приветствую. Значит, что у нас в эфире? Прогноз погоды, как всегда. Хорошей погоды. Вот, фарминг погоды, стейкинг погоды, вот, погоды в доме, в общем, по-разному. Короче, сегодня что за дела? Сегодня у нас, во-первых, 31 августа. Я вас всех поздравляю с тем, что лето закончилось. Вот, и впереди у нас зима, но не криптовая. Я надеюсь, что и криптовая зима закончится вместе с летом. И дальше только интересней что-то будет. Значит, сегодня буду рассказывать вам много всего интересного, но самое интересное это то, что мы сегодня запускаем партнерский стейкинг вместе с платформой NamiSwap. Вот, стейкинг стартует сегодня, в ближайшее время, вот на платформе MarsDAO в разделе DApp. Все идите туда, уже смотрите. Вот мне там что-то даже присылают в Телеграме потихонечку. Вот, идите туда, там появится стейкинг. Вот, залетайте, пока там большой APR, как всегда, мал ТВЛ. Если кто не знает эти слова, мы эти слова сейчас будем разбирать. Мы будем разбирать, потому что у нас с вами сегодня замечательный гость. Надо ему отдать должное и сказать большое спасибо, что он нашел время, чтобы присоединиться. Это SEO. Наверное, нельзя сказать биржа, это уже целая экосистема все-таки, децентрализованная платформа NamiSwap. Вот. На Binance Smart Chain эти ребята, если вы откроете там Дефиламу, они там не последние ребята на данный момент. На данный момент, правда, они 17 место занимают. Это, кстати, очень круто. По ТВЛ, по объему заблокированных средств вообще, я видел там даже, по-моему, выше 5 места поднимались. Но это мы сейчас спросим у Павла, с нами вот SEO этой биржи. Значит, у NamiSwap есть своя экосистема. У них там еще есть продукт на Nominex, это централизованная биржа, кстати, это брокер Binance официальный. Вот, NamiSwap это Decentralize, как вот Pancake, если там кому непонятно, там простым языком стараюсь объяснять. Но мне что понравилось вот в NamiSwap, понравилось, что продукт с душой, очень классный UX, UI внутри, то есть находиться там одно удовольствие, классные всякие штучки использованные, о которых мы сегодня будем рассказывать, там много что интересного, что, может быть, даже другие не используют. В общем, классно было бы разобраться. Вот. Поехали дальше. Отдельная история, какая интересная. То, что запускается фарминг пул на NamiSwap. Фарминг пул, MDAO, BUSD, можно создавать фарминг пул свой и получать токены Nominex. Вот, NMX тикер у них. Фармите, пожалуйста, но не забывайте еще, там есть интереснейшая штука, которая на рынке к этой штуке по-разному относится, но лучше этой штуки ничего никто не придумал. Реферальная система, реферальная ссылочка, пожалуйста. Получайте свою реферальную ссылочку и приглашайте своих друзей, знакомых, свою ссылку на платформу я тоже выложу. Пожалуйста, регистрируйтесь, я, пожалуй, прямо сейчас выложу. Так, сейчас прям секундочку, одну. Сейчас я выложу ссылочку в канал свой. И пошло, как говорится, поехало. Так, ссылку я, значит, выложил. Все. Ну, в общем, что могу сказать? Паш, спасибо тебе огромное, что нашел время, пришел. Вот, я представляю тебя нашему сообществу. Ты очень крутой чувак, вот, человек. Мы сейчас будем с тобой разговаривать. Буду задавать тебе много-много вопросов интересных. Привет. Да, всем привет. Ну, дальше все обсудим, да, то есть я такое длинное вступительное слово брать не буду, как дальше сейчас в процессе общения тогда, наверное, все остальное скажу. Супер. Ну, тогда что, не будем долго мять одно место, вот, мягкое. Приступим уже к вопросам. У меня вот целый списочек есть, если в голове его заготовил. Я готов задавать тебе вопросы. Ты как, готов ответить? Да, конечно. Ну, давай, короче, тогда ближе к теме, чтобы людям проще было воспринимать. Расскажи о проекте подробнее, вот, чем занимаетесь, куда стремитесь. Так, ну, мы начали заниматься именно своими продуктами криптовыми в 2017 году. В 2017 году мы начали разработку централизованной биржи Nominex. В 2019 году запустились. Год мы усиленно пытались именно централизованную биржу свою продвинуть на рынок, как-то запустить, вырваться в топ. Столкнулись с суровой реальностью, что централизованные биржи
рынок централизованных бирж, он довольно-таки уже плотно сформирован, и там где-то пробиться очень сложно. И там есть такой фактор, как трейдеры идут туда, где есть ликвидность, да, а ликвидность там, куда идут трейдеры. То есть вот эта проблема, этот замкнутый круг, его очень сложно решить. И в итоге мы пришли к тому, что мы стали брокером Binance. По сути, на нашем сайте сейчас есть почти все торговые пары, которые есть на Binance, и по этим парам есть вся ликвидность, которая есть на Binance. Вот. И то есть можно там торговать, то есть у нас определенные партнерские договоренности с Binance, что мы получаем отчисления за торговую комиссию, которую пользователи у нас заплатили. Но мы делаем так, чтобы, то есть по сути мы делимся частью вот этим кэшбэком с нашим пользователем, если упрощенно сказать, чтобы людям было выгоднее торговать у нас, чем даже на самом Binance. И приделывать к Nominex, к централизованной бирже всякие DeFi штучки на контрактах мы начали в феврале прошлого года. Там запустили токен свой, а именно фарминг через полуликвидность на PancakeSwap, и сделали, чтобы все это можно было делать через интерфейс Nominex. И в январе этого года, то есть чуть больше, чем полгода назад, мы запустили полноценный свой DEX, NamiSwap, децентрализованная, получается, биржа, где можно фармить токены NMX на множестве различных пулов, в том числе, где есть, допустим, только стейблкоины, то есть USDT, например, USDC, да, там доходность не такая высокая, как там, по другим пулам, но, тем не менее, среди всех популярных DEX у нас доходность, там, наверное, самая высокая на данный момент. Ну, есть еще пулы типа BTC, USDT, там BNB, эфир и так далее. То есть там тоже доходность интересна. И мы сейчас делаем упор именно на развитие DeFi направления, именно на развитие нашего DEX, потому что именно здесь проблема вот этой вот, то, что трейдеры тут туда, где есть ликвидность, а ликвидность там, где есть трейдеры, то есть она в DEX более просто решается тем, что, по сути, ты предлагаешь вознаграждение людям за то, что они предоставят свою ликвидность. А предоставить ликвидность на DEX, это значит, что положить средства на смарт-контракт. Вот. Собственно, вознаграждение это в виде фарминга присутствует. И таким образом у нас получается привлекать ликвидность сейчас. Мы по TVL, ты сказал, что мы там на 17 месте, но вот если смотреть DEX, которые на BNB Chain работают, мы на 5 месте сейчас по TVL находимся. Вот, то есть и неплохое такое место. Вот, и в планах у нас до конца этого года оказаться на 2 месте после PancakeSwap. Есть у нас определенный план, как мы будем это достигать. И вот мы будем скоро делать анонсы, будем запускать определенные механики, которые, мы надеемся, позволят нам привлечь много ликвидности быстро. Вот, это если вот коротко, в общих словах. Круто, круто, нет, очень круто. На самом деле путь ваш поражает, то есть можно... Мне нравится то, что много всего сделано, то есть у вас есть и централизованная версия, пожалуйста, идея работы, и вот все те же самые пары, что на Binance, это круто. Но тот результат, которого вы добились в децентрализованных решениях, он тоже не может не радовать. 5 место по ТВЛ в мире среди больших ребят достаточно, с большими капиталами. Это серьезно. Ну да. Угу. Но здесь я вот всегда говорю на всех интервью, что вообще в финансах и в крипте в том числе есть такой фактор, как то, что рынок, он стремится к монополизации. То есть топовым игрокам достаются все самые сливки, да, то есть если ты там на 5 месте, ты там получаешь какие-то определенные там выгоды, преимущества, ты получаешь трейдеров, ты получаешь объем ликвидности, да, но существенно меньше, нежели чем там тот, кто находится там на 3-м, на 2-м месте, там, не говоря уже про 1-е. Вот, то есть люди действительно начинают пользоваться тем, кто занимает там 1-е, 2-е, 3-е место, да, потому что вот есть такой фактор, это основано на доверии, по сути, на трасте, да, то есть люди доверяют тому, кто там номер 1, номер 2, да, то есть на рынке. И вот в финансах это особенно выражено, потому что, ну, как бы деньги, финансы, и все понимают, что, ну, то есть я рискую своими деньгами, да, и поэтому я буду пользоваться продуктом номер 1, там, номер 2, например. Вот, поэтому здесь нужно стремиться, конечно, к топу. Ну да, естественно. Особенно в то направление, куда сейчас все идет. Потому что, знаешь, это не та песочница, которая была, ну, там, 2 года назад даже. Сейчас немножко все по-другому стало работать, и рынок очень сильно разделили.
Ну, то есть и забрали себе топы. Поэтому нужно обязательно пробиваться, иначе ты будешь супер гениальным, и тебя никто не увидит, к сожалению. Ну да. Только осознают, да. Не, я был мега положительно удивлен, даже очень сильно порадовался, когда увидел эти результаты. Это вообще случайно произошло, я лазил по дефилам и просто увидел там на MiSwap, и думаю, вау, круто, вообще круто. А мы с тобой как раз общались, я не помню, когда это уже было, это, может, год даже назад было. Говорю, был для меня очень положительный момент для меня, когда я там что-то высматривал на дефилами и увидеть на MiSwap. Я подумал, огонь, Паша красавец вообще. Спасибо. Ну да, это есть чем гордиться на самом деле. Мне кайф. Ну а дальше что, дорога осилит идущий. Окей. Паш, смотри, какая вещь. Сейчас я простым языком здесь разговариваю на эфире, и люди у нас там в сообществе, они совершенно разные, тоже простые. Правда, у всех есть кошелек, соответственно, MetaMask, поэтому все понимают, как пользоваться децентрализованными решениями. Но постоянно у всех такой вот вопрос. Что такое фарминг, что такое стейкинг? Вот, можешь прям простейшим языком это все рассказать? По сути, стейкинг – это когда ты одну монету кладешь на смарт-контракт, если говорить про DeFi направление, да, потому что стейкинг есть и на централизованных биржах, но мы сейчас говорим про DeFi направление на DEX. То есть стейкинг это когда ты отправляешь свой какой-то токен на смарт-контракт, и тебе капает еще какой-то токен. Либо этот же, либо какой-то другой. Вот, то есть, по сути, стейкинг создан для того, чтобы выводить из оборота вот этот токен, который ты должен отправлять на смарт-контракт. То есть, когда он у тебя лежит на смарт-контракте, у тебя меньше соблазна, чтобы пойти его и продать. Да? Соответственно, проекты запускают стейкинг, чтобы убрать из оборота вот эти токены, да, которые могли бы быть проданы, да, а они лучше будут лежать на смарт-контракте и генерить какой-то там профит человека, который туда отправляет. То есть на смарт-контракте этой торговой пары должны лежать как можно больше денег. То есть на смарт-контракте этой торговой пары должны лежать как можно больше денег. И, соответственно, эти деньги туда кладут люди, фармеры, да, то есть потому что они за это получают вознаграждение в виде нафармленных токенов NMX. Вот. Эти деньги, которые они кладут, это, по сути, является ликвидностью, и эту ликвидность любой человек может забрать обратно в любой момент времени. То есть он, по сути, ее предоставляет во временное пользование. Ну и, соответственно, за это получает вознаграждение. Вот если прям на пальцах, вот как бы такая разница. То есть в стейкинг ты кладешь один актив, в фарминг ты кладешь в пул ликвидности два актива и предоставляешь эти средства для того, чтобы на них торговали другие люди, трейдеры обменивали монеты одну на другую. Окей. Знаешь, что такой вопрос сразу вдогонку? Есть же наверняка риски с этим сопряженные. Вот некоторые, вот, как ты говоришь, да, расценивают фарминг как типа заработок. Но там есть всякая интересная история, за которой надо наблюдать и следить. Некоторые люди бездумно смотрят только на показатели пиара. Вот что, на твой взгляд, важно перед входом в фарминг-пул отслеживать? Вот какие показатели, чтобы максимально интересно и профитно для себя все-таки этот фарминг сложился? Ну, вообще, перед тем, как заниматься фармингом, нужно прям четко для себя понять, что ты понимаешь, что такое impermanent loss, да, то есть непостоянные потери. Вот, потому что может сложиться ложное ощущение, что если я положил средства USDT и BTC, например, я положил в пул ликвидности, то я потом в любой момент времени заберу столько же USDT и столько же BTC. Но на самом деле может быть ситуация повернуться по-другому, когда биткоин, например, подорожает или подешевеет, и ты тогда возьмешь обратно не то же самое количество USDT и BTC. Вот. В этом и заключается суть impermanent loss. По сути, если все-таки говорить, биткоин – это более-менее твердый актив, на самом деле, это, можно сказать, там, стейбл актив среди всех рискованных, да, в крипте. Вот. Но есть какие-то, например, вот у нас была, ну и сейчас тоже есть пул ликвидности, ГМТ, то есть вот от Step-in проекта, да. Соответственно, вот этот актив, там, получается, USDC, пара и ГМТ. Вот этот ГМТ, соответственно, он может быстро потерять в цене, да, то есть и
фарминг, поэтому лучше вкладывать как бы те активы, которые ты уже держал на руках, и просто, чтобы они у тебя не лежали просто так, их можно положить в фарминг. То есть если гнаться за большими процентами доходности и специально для этого покупать токен, здесь вот нужно бы понимать, что этот токен может упасть в цене. То есть, по сути, вот как бы риск. Да, поэтому вот это, наверное, одно из самых главных. То есть если ты все-таки гонишься за какими-то процентами, то нужно пресерчить, получается, вот этот токен, который нужно приобрести, чтобы, если у тебя его нет, да, то есть и для себя решить, готов ли ты брать на себя эти риски или нет. Вот, чтобы потом не говорить, что, ну, это же фарминг, я же должен был заработать там 100% годовых, а почему я там в убытке? Ну, потому что ты, дорогой, купил какой-то токен, который может упасть в цене, а в цене может упасть все, что угодно, и в том числе биткоин, да? Поэтому тут нужно с трезвой головой подходить сюда. Ну да, все правильно. И вот когда рассказываю о фарминге, я на самом деле фарминг отношу, знаешь, вот это чисто моя история, тоже к трейдингу своего рода. Потому что, ну, это вообще и определение новое. Это, по сути, фарминг-трейдеры, да, люди. Перед тем, как зайти в какой-то фарминг-пул, ты должен как трейдер провести анализ ситуации. То есть точно так же тебе нужно знать все истории из фундаментального анализа, из технического анализа, должен изучить проект, только потом в фарминг залетать. Некоторые люди, вот говорю, в большинстве своем, которые есть на рынке, они смотрят только на показатели PY и PR, видят там большие цифры, и начинают туда заходить, а потом становится очень больно. Так вот, для того, чтобы снизить этот риск, ребятки, надо все-таки перед тем, как разместить ликвидность в этом фарминг-пуле, нужно понимать, из чего этот фарминг-пул состоит. Вот. Могу я, Паша? Угу. Да. Извини, прервал, да. Ничего страшного. Да, Паш, конечно, можешь пошарить экран. Я просто хотел бы прям на примере, на реальном, то есть показать, то есть, да, то есть как риск, он соотносится там с доходностью. Сейчас тогда пошарю. Так. Видно, да? Вот покажу на примере так мне ваш дизайн нашего... нравится. Да, кстати, мы вот тут запустили, не знаю, анонс кто сделает? Ты сделаешь потом. Я закинул уже в канал. Ты уже закинул? Да, вот, кстати, то есть если прям зайти вот на страницу Farms, у нас вот сюда кликнуть. MDAO, BUSD. Сюда, Farms, да, и вот здесь вот прям тут много у нас этих... Эту всю историю будет вообще... Да, здесь вот, если в поиск видите, у нас есть MDAO. Вот здесь доходность сейчас 649% годовых по пулу MDAO BUSD. Можно добавлять в пул ликвидности и получать доходность, пока еще она не уменьшилась. Она будет уменьшаться с тем временем, когда люди будут в ликвидность класть больше средств. Это нужно понимать. Вот, сейчас, собственно, расскажу тогда. Можно взять, отсортировать. Ну, они, в принципе, уже отсортированы. Полировку надо сделать. Ребята, MDAO находится в своем историческом минимуме. Вот, падать дальше некуда. Вот, при всем желании. BUSD – это вообще стейблкоин, поэтому этот фарминг пул вполне нормальный, получается. Ну да. Да, вот, например, если посмотреть здесь, вот сейчас вот есть пул BUSD, USDT или USDC, USDT. Вот здесь доходность, вот APR, да, так называем, это 5,5%. Вот здесь 6%. Почему так мало? Потому что здесь риска нет никакого. По сути, это просто доллары, которые ты кладешь, там, по сути, под процент, можно сказать, в банк. Да? То есть есть, конечно, определенные риски, там, контракты, вот эта вся история там, с криптой, то, что там USDT может там склониться, еще что-то, это все понятно. Ну, то есть если все-таки стейблкоин приравнивать к доллару, то, по сути, вот, пожалуйста, за предоставление ликвидности на парах со стейблкоинами можно получить там, 6% годовых. Соответственно, ни один банк такой доходность не предлагает. Важный момент. Эта доходность, она выплачивается в токенах, в наших внутренних NMX. И вот эта доходность, она рассчитывается по текущей цене токена. Соответственно, если цена токена будет падать, то доходность может уменьшиться. Если цена токена вырастает, то доходность будет увеличиваться. Вот. Но если условно раз в день забирать эти NMX, которые ты нафармил, и продавать, то вот доходность, она в год примерно такая выходит. То есть здесь риска вообще никакого нет. Да? Но вот, например, если взять... что взять? Вот, например, BNB, BTC, B, да, то есть, BTCB это есть BTC. Вот здесь, так как уже это не стейблкоин, здесь уже там доходность повыше, уже 10%. Да. Почему так получается? То есть это не мы вот эти проценты выставляем, это, по сути, люди сами голосуют своим рублем за то, куда положить свои средства. Вот здесь мы видим, что
пулах со стейблкоинами лежит там 8 миллионов долларов, да. И, по сути, вот эти все люди, то есть они конкурируют за наши токены, за фарминг этих токенов, и тем самым, то есть они делят между собой вот этот пул токенов NMX, который предназначается на выплату среди фармеров. Вот. А, соответственно, вот здесь вот на этом поле BNB BTCB здесь лежит 3 миллиона долларов ликвидности. Это значит, что меньшее количество людей или меньшим количеством денег конкурируют за токены NMX, и поэтому доходность здесь выше. Можно пойти дальше, и, например, вот есть там Doge, например, USDT, да, то есть Doge – это более рискованная какая-то монетка, очевидно, и, соответственно, здесь доходность 13% годовых. Вот. Тонкоин даже есть. Что еще есть? Ну, много чего есть, можете посмотреть. Вот ADA, USDT. То есть, по сути… Люблю Атом. Что? Атом, люблю Атом, просто экосистема. Ну вот, да. То есть, если у вас есть Атом, уже есть, да, то есть вы уже там сделали для себя ресерч, поняли, что вам нужен Атом, и он у вас есть. То есть, вот, чтобы он у вас просто не лежал мертвым грудом, можно его положить в фарминг, то есть положить в пул ликвидности, получается, по сути, там, почти 20% годовых в виде наших токенов. Вот, и он будет, как бы, получается, работать, не просто лежать, то есть вы будете не просто ждать, пока он вырастет в цене, а будет работать вам и давать какую-то вот, там, доходность. Вот, соответственно, вот здесь люди положили в Атом, да, получается, 70 тысяч долларов. То есть они вот меньшее количество денег положили именно в пул ликвидности с Атом, поэтому здесь доходность побольше, ну и так далее. То есть можно это сделать. Определенный анализ, посмотрите там на сайт и выберите для себя, какие там, для вас доходности важны. Знаешь, какой вопрос постоянно появляется? Типа из серии «Я положил в фарминг пул вот столько-то своих монеток и вот столько-то стейблкоинов, а в итоге, короче, монета там начала расти, и в итоге вот я сейчас хочу расформировать свой фарминг пул, и у меня в итоге монеток стало меньше, а стейблкоинов больше». Вот, а люди, короче, не врубаются, как это просто устроено. Ну, это impermanent loss, то есть это вот как раз та история, которую нужно очень внимательно прочитать, то есть там формулы есть какие-то, то есть нужно во все это вникнуть. Да. Вот, и тогда как бы, станет понятно, какие есть риски. То есть, верно. Я говорю, что фарминг, он сродни трейдингу, нужно понимать, в какой момент ты расформировываешь пул, потому что, по сути, доходность ты получишь в тот момент, когда, окончательную доходность, понятно, что ты можешь вот клеймить реварды, вознаграждение за то, что ты фарминг держишь, вот, но когда ты эту всю историю закрываешь, как говорится, сохраняешь игру, то есть, соответственно, вытаскиваешь, расформировываешь пул ликвидности, вытаскиваешь все, что положил, то есть ты как бы окончательно выходишь из этой игры. Так, ты должен понимать просто, в какой момент это делать. И не так, что ты сегодня захотел и это сделал. Слушай, знаешь, какой вопрос, наверное, родится здесь у людей? Я на него понятно, что ответ знаю. Какая мотивация вот, на MISWAP раздавать деньги за фарминг? Ну или если я перефразирую, типа, откуда деньги ЗИН, откуда эти проценты? Вот. Какая мотивация у вас платить NMX за то, что люди вот делают вот так? Ну, я, получается, на этот вопрос даже ответил там коротко в начале, когда сказал, что, по сути, мы людей вознаграждаем нашим токеном за то, что они дают ликвидность нашему продукту. Да, то есть где потом люди торгуют, то есть трейдеры торгуют. По сути говоря, это такой круговорот, да, то есть у нас, то есть мы выпускаем наш токен NMX, то есть по сути он выпускается постоянно. Раньше вот там, в 2017 году или еще когда-то, то есть были ICO, да, то есть это когда токен продается по какой-то фиксированной цене, какое-то фиксированное время, да, то есть люди покупают, люди в этом участвовали в надежде на то, что то есть когда токен залистится на какие-то биржи, то есть цена вырастет, да, то есть потому что продукт будет развиваться, там еще что-то будет. Вот, и все. Но, по сути, люди играли в рулетку. Вот. Сейчас, по сути, у нас вот токен наш NMX, то есть мы его не продавали, мы его не продаем, мы его распределяем, получается, бесплатно. То есть контракт каждый день выпускает определенное количество токенов, и он их раздает вот людям, провайдерам ликвидности нашей. Вот. Люди нам дают ликвидность, получают за это токены, трейдеры, там, всякие арбитражные боты торгуют на нашей ликвидности. Да, ну естественно. То есть здесь люди должны понимать, когда тебе дают деньги в оборот твоего бизнеса, вот это вот большой бизнес, децентрализованная биржа, для того, чтобы там вот вы могли поменять один актив на другой, у этого всего поменять под капотом должна быть ликвидность, чтобы вы могли это делать. Вот ее надо где-то брать. А где брать? Надо ее занимать. Чтобы вот занимать, надо платить за это. Вот здесь вот можно пойти, по какому пути? Прийти к провайдеру ликвидности, который тебе будет дать, но тогда у тебя
появится точка угрозы, по сути, такая централизованная, появятся какие-то дяденьки, которые тебе ликвидность представляют. Либо эту ликвидность ты можешь пылесосить с рынка, как просить людей тебе принести эту ликвидность. Вот биржи централизованные пошли по этому пути. Нужно отдать должное одному чуваку, который это все изобрел, и, по сути, после него там рынок DeFi запампился. Такой чувак есть, Кранье. Вот, поизучайте. Можно сказать большим спасибо. Он эту штуку придумал, и вот она работает реально, и можешь сейчас посмотреть, какой у Uniswap ТВЛ большой. То есть это все люди принесли в оборот там биржи для того, чтобы она работала. И объем торгов, кстати, тоже не маленький. Вот, красавцы, Паш. Слушай, я там вашу платформу вот ковырял, я даже в это сообщество скидывал ссылку, типа, ребят, посмотрите, завтра будет эфир. Вот, я заранее скинул, говорю, и сам поковырял. У вас там такая хреновина есть, называется Holder Bonus. Что это такое? Holder бонус, по сути, это такая штукенция, это дополнительное вознаграждение за фарминг тем людям, которые держат средства в поле ликвидности больше времени. И чем больше ты держишь, тем больше вот этот holder бонус ты, по сути, получаешь. Вот, то есть, по сути, если... То есть мы не сделали копию панкейка, да, то есть где вот, а мы сделали какие-то вещи дополнительно внедрили, которые как-то нас выгодно бы выделяли. И вот Holder Bonus — это один из этих. По сути, мы взяли общее количество токенов, которые ежедневно должны распределяться провайдером ликвидности, взяли взяли 20% от общей суммы, сказали, что там, вот эти 20% они будут разделяться, они будут начисляться как Holder Bonus для тем людям, которые держат свою ликвидность дольше. Соответственно, там просто это все работает на повышающих коэффициентах, то есть тоже эти 20% они делятся пропорционально между всеми провайдерами ликвидности, но там идет перекос, то есть, условно, если ты держишь в поле ликвидности там 2 недели, или недели, я уж не помню, 2 недели, по-моему, да, то алгоритм, который высчитывает вот эту пропорциональность, да, то есть кому сколько начислить, он умножает твою ликвидность там, на 20%, что как будто у тебя в пуле условно не 10 тысяч долларов лежит, а 12 тысяч долларов, если ты 2 недели подержал. Соответственно, тебе начислят там, больше токенов. Если ты, ну и там каждый месяц, 3 месяца, полгода, год, соответственно, там тоже вот эти коэффициенты повышаются, и если беспрерывно держишь в пуле ликвидности в нашем год, то там повышение идет повышающий коэффициент там 10x получается, что как бы, ну, условно, то есть если у тебя было 10, если ты изначально положил 10 тысяч долларов, то будет алгоритм учитывать, что как будто у тебя там лежит 100 тысяч долларов. Вот, но это сейчас работает у нас, то есть мы временно приостановили холдер бонус на всех пулах, кроме пулов с NMX токеном. То есть это работает вот только с нашими пулами пока. Правильно. Под таким образом вы все-таки мотивируете, чтобы работали с вашим токеном. Это нормальное решение. Ну, вот, да, у меня пока шарится экран. Вот если посмотреть, то есть, понятно, стабильность нашего токена, она зависит от цены. Цена зависит от стабильности. Да. Стабильность, по сути, она чем обеспечивается? Она обеспечивается ликвидностью. То есть, чем выше ликвидность, тем сложнее опустить цену токена, когда там кто-то ее продает. Соответственно, вот у нас, если посмотреть, у нас вот NMX и USDT есть пул, у нас тут 11 с лишним миллионов долларов. Еще есть другие пулы с BUSD, с USDC, с BNB, соответственно, там суммарно порядка 15 миллионов долларов. Если бы был 1 миллион долларов, да, это значит, что цену токена было бы проще опустить в 15 раз. То есть, продав одно и то же количество токенов, она бы опустилась там, на 15 раз ниже, нежели чем вот при текущей ликвидности. Ну, если опустить какие-то точные расчеты, то примерно так и звучит. Поэтому действительно мы как проект, где сердцем является наш токен, мы заинтересованы в том, чтобы ликвидность наших токен была высокая. Ну, поэтому мы как-то мотивируем людей вкладываться, получается, в нашу пул ликвидности. Ну, понял. То есть можно так вот для тех, кто не совсем в теме, сказать образно, что можно не обязательно покупать майнинговое оборудование, можно сформировать фарминг-пул вот вашим токеном из USDT, и, пожалуйста, вот майни NMX. Образно. Чем больше будет, больше майнеров, больше ликвидности, соответственно, будет более устойчивая история с ним. Да, но здесь нужно понимать, что чтобы фармить тебе на NMX и у тебя нет NMX, тебе сначала NMX нужно купить, да, то есть, и когда ты покупаешь NMX, ты наберешь на себя риски дальнейшие о том, что NMX может упасть, например, да. И, да, и, соответственно, здесь нужно, то
То есть, глядя вот на эту доходность, 76% текущий от АПР, и если с реинвестом, то 115 APY, там, условно, да, или вот 82-84, ты должен понимать, что в случае какого-то негативного сценария, то есть по сути, эта доходность, она может нивелироваться тем, что токен может там, начать падать, например, или то, что он скорректируется на какое-то значение. Он может и вырасти, тогда, по сути, вот эта доходность, она будет там, выше, чем 76%. Вот. Окей. Но это нужно все понимать. Мгм. Ну, понятно, вырасти он может, если спрос у него будет больше. То есть, если больше количество людей захочет приносить это все дело в фарминг, они будут каким-то образом покупать. Какие у вас еще есть какие-то инструменты для того, чтобы у меня появлялось желание покупать NMX, кроме фарминга? Ну вот смотри, есть еще ланчпул, но это по сути то же самое. То есть ты кладешь, то есть ты покупаешь токен, чтобы положить его куда-то, что тебе приумножит. Вот есть ланчпул, где 82%. То есть это как раз-таки стейкинг, да, то есть тебе не нужна вторая пара, тебе нужно просто иметь NMX и положить на смарт-контракт, и вот будешь получать, тебе будет капать там сколько, например. Вот. Но если говорить про какие-то утилитарные инструменты, то да, действительно, вот через неделю, наверное, на следующей или через неделю мы запустим, кстати, прикольный инструмент, и это вам может быть полезно. То есть любой проект сможет запустить на нашей платформе Farming Pool, где будет там его токен. Вот мы сейчас вам запустили, получается, потому что мы друг друга знаем, мы друг другу доверяем, как бы, да, то есть мы понимаем, что вы там не скамер, ничего, то есть, ну, как бы там живой, реальный проект, который там уже годами развивается. Вот. Многие проекты, которые вот только начинают свой путь, да, а им ликвидность нужна, то есть, им нужно, получается, где-то разместиться, но сделать это так, чтобы чтобы их комьюнити был заинтересовано туда деньги, как бы, получается, класть в эту ликвидность, да. Вот. Можно, безусловно, это сделать на смарт-контрактах, там, Pancake и на наших, но тогда нет мотивации, почему люди должны принести туда и положить ликвидность. И мы вот Да. запустим, получается, скоро кастомный фарминг пулы. Это когда любой человек абсолютно может зайти, получить уровень фарминга у нас максимум. Это когда он кладет пулы с NMX от 10 тысяч долларов в долларовом эквиваленте. И тогда у него открывается возможность запустить кастомный фарминг пул с любым токеном. То есть он может, то есть, вот ты тоже сможешь, и вот кто угодно вообще сможет, да. Ну, возьмем, например, MDAO. То есть можно будет запустить MDAO, там, BUSD, и в качестве вознаграждения за фарминг давать токены MDAO. Да, то есть и давать сколько угодно много. То есть можно APR будет ставить там 200, 300, там 1000, 10 тысяч %. Тем самым мотивировать пользователей, чтобы они несли свои средства и повышали ликвидность вот этого токена. И мы это сделаем как раз-таки чтобы любой проект мог это сделать беспрепятственно вообще, да, то есть зайти к нам и это все сделать. Да, этот пул ликвидности будет доступен там, по закрытой ссылке, и, по сути, доступ к этой ссылке будет иметь то комьюнити, где будет это все как бы рекламироваться, распространяться, да, чтобы не было какого-то скама. Вот. Но, тем не менее, то есть, получается, вот для того, чтобы иметь эту возможность, нужно будет положить 10 тысяч долларов в пул ликвидности на MX, с токеном NMX. Для этого нужно будет его купить, соответственно. Вот одна из тоже мотиваций таких. Ну, я считаю, что это очень крутая мотивация, потому что не у каждого проекта есть возможность. Вот, например, мы взаимодействуем с Pancake, чтобы там тоже фарминг пул сделать. Это такое занятие. Это почти нереально. Они сейчас там сделали аукционы, и типа, Да. если ты выиграешь в аукционах, то ты там на 2 недели разместишься, да, а в этих аукционах типа, нужно откупить токены, то есть я как-то участвовал даже для того, чтобы там тоже разместиться. И я там, ну, реально очень много, там, на очень много денег откупал токены, вот их кейки, и в итоге я не выиграл аукцион. Я просто понимал, что, ну, это очень азартно, да, то есть когда ты видишь, что ты сейчас там на втором месте, ты вроде как в числе выигрышных, да, то есть и вроде ты должен залиститься, а вот уже ближе к концу аукциона, когда остается 10-15 минут, и просто начинает проект накидывать просто тоннами деньги, ты понимаешь, что, как бы, ну, я не хочу проиграть, но как бы здесь нужно вовремя остановиться, иначе можно очень много всадить, и потом просто 2 недели фарминга, и все, да, и как бы стоит ли оно того или нет. Вот, ну да, то есть там практически нереально. А здесь, пожалуйста, то есть платформа, где не нужно делать никакую разработку, просто там несколько кликов, 10 минут, и вот у тебя фарминг пул без единой строчки разработки, пожалуйста. То есть и у тебя есть ликвидность у твоего токена автоматически становится, она появляется. Ну, я считаю, это охрененный инструмент, тем более просто огромное количество, доступа у них к этому вообще не у каждого есть, и не у каждого будет, а здесь все легко. И мне еще нравится то, что, вот, видишь, ты механику эту продумал, то, что закрытый пул по ссылке.
чтобы на общий продукт на твой это не влияло, потому что Ну да, да. разные пулы, у вас же там KYC нет, это же decentralized. Мгм. Формировать всякие ребятишки будут специфичные, вот, поэтому по ссылке нормально. Все. Да. Вот, но все равно это надо наблюдать, конечно, за этим, потому что такой путь. Слушай, еще знаешь, какую вещь хотел тебя спросить? Я сам через этот путь проходил, вот, и на него от этого пути отказался на время, но я думаю, что вернусь к другой упаковке. Ну, у меня там по другой причине, конечно, вся эта история. Мгм. Ну, в общем, у вас там есть партнерская программа, я видел, и она там какая-то необычная, ну, то есть реально необычная. Вот, можешь поподробнее про ее вот особенности рассказать? Мне просто интересно сейчас вот для дальнейших продуктов в том числе, и так вот поподробнее узнать. Я, кстати, сделал себе тоже ссылку там реферальную. Да, сейчас расскажу. Так, что тут у нас? Ну, в общем, надо что-то потыкать. В общем, окей, если коротко, то многие действительно криптопроекты пытаются запускать многие реферальные программы, и рефки – это на самом деле очень действенный способ продвижения продукта, когда человек рекомендует там, кому-то, да, то есть либо своим подписчикам, если это блогер, либо своим друзьям, если это просто вот обычный человек. Вот. И очень, очень актуальный вопрос экологичности таких реферальных программ. То есть если человек получит какой-то бонус там, за своего приглашенного друга тогда, когда этот человек придет и потратит свои деньги безвозвратно, это не очень экологично, да. То есть даже если он купит, там, получается, токен, пускай даже токен NMX, да, то есть все равно человеку нужно пойти и взять на себя какие-то риски. Вот. И это не очень экологично, да, то есть и поэтому как бы у многих в голове такое понимание, что что реферальные программы, они они Ну, что это априори означают, мошенничество и все да, так. да, да, то есть они априори означают, что тебя твой вроде бы друг там ведет в какую-то рискованную тему, да, и как бы ты берешь на себя риски, которые, может быть, ты не до конца осознаешь, а вот твой друг как бы с тебя, то есть в тот момент, когда ты что-то сделаешь, там купишь что-то, да, то есть он получит какую-то там доходность. Вот, и мы поняли, что как бы, это точно не стоит делать, и сделали такую штуку, что реферальную программу, когда ты зарабатываешь реферальный бонус со своего там приглашенного тогда, когда он сам зарабатывает, да, то есть и если применительно к нашему фармингу, то есть когда твой друг там фармит, то есть он принес, положил любые какие-то там средства в любые пулы ликвидности, хоть стейблкоины, да, и вот он сколько-то токенов фармит в день, то есть ты получаешь с него там до 10% тоже в виде токенов NMX. То есть он, по сути, на него это никак не влияет, и он сам принимает решение, где ему как бы фармить, на каких монетах. Да? Вот. То же самое у нас по трейдингу. То есть если люди пришли и там, начали торговать, то есть они торгуют, платят торговую комиссию, ты тоже с них получаешь, да, но ты получаешь бонус тогда, когда они торгуют, используют продуктом, значит, им это нужно, да, то есть ты их не приводишь за ручку и не говоришь, купи токен NMX, да, то есть потому что он хороший, а я вот там с тебя заработаю сколько, да, то есть вот этого нет, то есть именно с фарминга. Вот, есть у нас два направления реферальной программы, это когда ты получаешь эти бонусы с фарминга собственных рефералов, то есть ты получаешь до 10% с тех, кого ты там, по своей рефке привел. И есть еще командный фарминг, это то, что там, кроме нас никто не делал еще до сих пор, наверное, хотя у нас уже больше года этому направлению. Вот, но это тоже очень эффективно. Это как раз-таки вот хорошо подходит для каких-то популярных людей, там, каналов каких-то, блогеров, у кого комьюнити большое и так далее. То есть, по сути, там это многоуровневая история, то есть все люди, которые оказываются в твоей команде, а в твоей команде оказываются и те, кто перешел по твоей ссылке реферальные, и потом все люди по цепочке, которые пришли друг за другом, да, то есть вот они ссылку там кому-то свою давали реферальную, там один другому, там, другой третьему, и все они оказываются, там, получается, в твоей реферальной структуре. Вот со всех них ты тоже раз в сутки получаешь определенный процент с их нафармленных токенов. Там тоже у нас пул токенов, он ограничен по количеству, и там тоже в какой-то момент, если токенов на всех не хватает, включается механизм пропорционального распределения, чтобы не было эффекта вот этого, да, то есть что
что бесконечные миссии начинают, бесконтрольные токенов. Но тем не менее, то есть по сути это хорошо подходит для тех, кто вот может сформировать какой-то костяк, получается, там, сильных лидеров, и они будут уже там по реферальной программе раскачивать ее глубже, ну, то есть в глубину работать, да, то есть не в ширину, а в глубину. Вот. Вот командный фарминг тоже есть такая история. Но там тоже, да, то есть ты получаешь, зарабатываешь тогда, когда люди фармят, то есть когда они тоже зарабатывают здесь какие-то. Вот такая модель. Понял, прикольно, очень прикольно. То есть, короче, ссылкой я своей поделился не зря. Я, короче, подразберусь, на самом деле попробую пропушить эту историю, потому что, я так понимаю, вознаграждение-то в NMX буду получать. Да, в NMX, да. Это вознаграждение в NMX буду получать, и это вознаграждение буду добавлять в стейкинг. У нас же сейчас, короче, стейкаешь MDAO, получаешь NMX. Вот от NMX вы нам сейчас прислали для того, чтобы стейкинг у нас был. Его где-то там потом получать, хочу, чтобы он подольше. Вообще задача у меня там проблема такая есть, не проблема, а задача. У меня там нет не отлажена периодичность партнершип стейкингов, вот, поэтому вся эта тема скачет. То есть один закончился, потом только следующий начинается. А было бы круто, если бы было много. Окей, поэтому это нормальная мотивация для меня добывать NMX, чтобы добавлять к себе, например, на платформу, туда, в раздел партнершип стейкинга. Ты будешь, получается, накидывать их, чтобы они шли как вознаграждение тем, кто стейкает твой токен, получается. Да. Прикольно. Да. Прикольно. И вот, кстати, по поводу ревки еще хочу сказать. Ты вот сейчас сказал, что ты разместишь, и чтобы люди добавлялись, да? Есть категория людей, которые там из-за вредности говорят, нет, я не буду ни по какой ссылке переходить, я вот лучше без нее, как бы, да. Вот. Прикол в том, что вот эта модель, где командный фарминг есть, да, то есть там такая штука, что те люди, даже которые по твоей ссылке перейдут, они потом, то есть они начинают вставать друг под друга. То есть они не в линию выстраиваются по отношению к тебе, они выстраиваются вертикально по отношению к тебе. И получается, что те, кто быстрее по твоей ссылке как бы зайдут, то потом все последующие люди, которые по твоей ссылке будут переходить, они будут попадать уже в их команду, да, и с этих людей уже человек может тоже зарабатывать получается, на командном фарминге. Поэтому выгоднее переходить по ссылке Влада. То есть не нужно вредничать. То есть вам выгоднее по ссылке Влада перейти, потому что он вам построит часть вашей команды партнерской таким образом. Круто. Слушай, знаешь, Паш, что хочется? Вот мы там куда-то все поговорили, конечно, все нормально, но вот прям хочется, чтобы ты прям такую сейчас презентацию продукта показал, потому что я кайфую от продукта, правда, вы большие молодцы. Вот, и еще, знаешь, про что рассказать? Я там у вас прочитал такую штуку, которая называется 0% комиссии, типа, за свап. Фантастик, да, фантастик для рынка. Расскажите, это такое, как работает. Так, я тут не готовился. Ну ладно, я сейчас в режиме реального времени попробую это все тут собрать. В общем, у нас есть... Сейчас. Ну, если показать, там не готовился, хрен с ним, просто на пальцах тогда расскажите. Да, я сейчас на пальцах прямо вот здесь покажу в интерфейсе, как бы, да. Кошелек. В общем, есть у нас такое понятие, как фарминг уровень. Вот он, фарминг level. Здесь нужно прилинковать кошелек, просто у меня я кошелек не готовил. Смысл в том, что чем больше ты положил средств в пулы с NMX, тем выше тебе дается фарминг уровень. У нас их несколько, там 5 штук есть, получается, партнерский, про, то есть это про уровень, там, элитный и максимальный. Вот. И стартер, то есть этот новичок. Соответственно, на максимальном уровне это когда ты положил там, в долларовом эквиваленте 10 тысяч, получается, долларов в пулы с NMX. Да? То есть если взять, например, для примера NMX USDT пул, вот чтобы фарминг получить максимальный уровень, нужно положить 10 тысяч сюда. А что значит 10 тысяч? Значит, что наполовину нужно купить NMX, а в пул кладутся средства 50 на 50, то есть 50% должно быть в NMX, 50% USDT. Соответственно, нужно откупить токен NMX на 5000 долларов и положить еще, получается, в пул столько NMX, сколько получится на 5000 долларов, и еще 5000 USDT как бы сбоку. Все, у тебя получается максимальный уровень. Вот, что он дает? Он дает множество разных привилегий. Во-первых, он дает повышенное реферальное отчисление по реферальной программе. Во-вторых, он дает в том числе повышенный кэшбэк за торговые комиссии.
есть у нас торговые комиссии есть вот, за своп. То есть они составляют 0,1% от объема торгов. Вот. Соответственно, если у тебя максимальный уровень фарминга, то раз в сутки 100% всех уплаченных комиссий будет возмещаться тебе в виде наших токенов NMX. Вот, например, вот кэшбэк-пул так называемый. То есть у нас, по сути, комиссии есть, но они кэшбэком полностью возмещаются для тех, у кого максимальный уровень фарминга. И, соответственно, вот за сегодня всего уже выплачено там, 538 токенов NMX. Всего пул это 12 тысяч токенов NMX. Соответственно, те, кто активно торгуют, им тоже, опять-таки, выгодно положить средства в фарминг. Это вот как раз-таки еще одна утилитарность там, токена NMX. Да? То есть вот у нас утилитарность не нашего токена NMX, а у нас утилитарность фарминга. Да? То есть ты все преференции получаешь через фарминг нашего токена. Да? То есть это двойная, получается, выгода для всех. И для нас то, что ликвидность повышается, и для держателей остальных токенов NMX, потому что чем больше ликвидности, тем более уверенно себя чувствует и устойчиво чувствует себя токен NMX. Здесь все грузится, потому что нужно прилинковать кошелек, а у меня его как бы, ну, то есть у меня нет его готового. Вот здесь вот все процессы идут. Так, что еще? Сейчас покажу. Что еще покажу? Так, Farms, это я показал. Соответственно, здесь вот можно отсортировать вот эти пулы по АПРу. Соответственно, если хотите самый большой АПР, вот они будут сверху идти по доходности, по ликвидности посмотреть. Тоже вот ликвидность самая большая сверху, это в стейблкоинах. Вот. И по тому, сколько там заработал, если, соответственно... То есть, когда начинаете фарминг, у вас вот здесь будет высвечиваться, что вы здесь фармите, здесь фармите, он будет там высвечивать, сколько вы зарабатываете. Вот, что еще рассказать? Аналитика есть какая-то, но это стандартная история. Реворды, вознаграждения, как раз здесь вот кэшбэки есть, холдер-бонусы есть, реферальное отчисление. То есть здесь все по статистике, все это есть. Ликвидность у нас сейчас суммарно, вот, кстати, говорили про DeFi Lama, чтобы не быть голословным, вот у нас, если фильтры выставить, что среди всех дексов на сети BSC, это Binance Smart Chain, то есть мы сейчас на 5-м, получается, месте, 56 миллионами. Вот. Также есть вот такой инструмент интересный, DEX Screener называется, тоже, может быть, в качестве образовательных целей будет полезно твоей аудитории. Здесь вот тоже можно выбрать, в принципе, любой DEX, и вот здесь тоже есть NamiSwap, и здесь можно посмотреть статистику там, по количеству транзакций, по каждому пулу ликвидности, по объему торгов. Например, у нас за последние 24 часа наибольший объем торгов $1 миллион по пулу BNB USDT, например. А суммарный объем торгов за 24 часа $3,5 миллиона. Вот. Если перейти на CoinMarketCap и зайти в раздел DEX на всех блокчейнах, мы тут сейчас, мы всегда в топ-50, вот сейчас вот на 46-м месте. Вот. Но мы, кстати, на следующей неделе мы запустим концентрированные пулы ликвидности со стейблкоинами. Вот. И я рассчитываю, что мы очень высоко скакнем по объему торгов. Это, по сути, такая штука, которая... Ну, то есть там другой алгоритм свопа, да, то есть если в традиционных пулах ликвидности на основе автоматического маркера, много умных слов не было, в общем, 1 к 1 должен, получается 50% одного токена, 50% другого, то где концентрирована ликвидность, то есть там могут быть перекосы и, соответственно, прайс-импакты, то есть когда ты меняешь один токен на другой, опять умные слова, да? Окей. В общем, короче, вот эти $10 миллионов, которые у нас есть сейчас в пулах ликвидности со стейблкоинами, они превратятся, в 100 раз больше они вырастут. То есть люди могут делать свопы, что как будто у нас не $10 миллионов, а в 100 раз больше ликвидности на этих пулах ликвидности, да, и мы можем какнуть далеко, как бы в этом списке высоко. Вот, это тоже интересно, что из этого получится, посмотрим. Круто, да. Слушай, отсмотрю здесь, Паш, такой вопрос больше человеческий к тебе. Что движет тобой, нафиг ты все это делаешь? Мне самому часто вопросы задают про все то, что я делаю. Тебе такой же вопрос, алаверды засылаю, короче. Ну... Это не просто же, просто, знаешь, некоторые там, я вот смотрю, там, некоторые не удосуживаются там как-то развивать продукты. Просто Ctrl-C, Ctrl-V панкейк, я вот смотрел, там, биржа Wagyu, ну, то есть дерьмо какое-то на велосе. Просто копировали панкейк там, и все, хотя там ребята серьезные, вроде Блюзила и все дела.
А тут вот парень из Саратова, короче, делает такую биржу с применением всяких интересных вещей. Что тебя движет? Зачем это все надо? Ну, слушай, движет азарт, реально движет азарт, потому что, ну, это круто, когда у тебя есть признание, то есть на каком-то рынке, да, вот кому-то нравится блогером быть, да, то есть когда вот он популярен и так далее. Вот, мне нравится делать какие-то технические вещи, нам, не мне, а нам с командой, да, то есть я один тут, конечно, ничего бы не сделал. Вот, и когда ты в рейтинге где-то поднимаешься, и там все больше и больше там людей тебя узнают. Вот ты когда вчера анонс сделал, ты же видел, да, там в комментариях написали люди: о, а я уже там фармлю, уже там год, еще что-то, да. И по сути, где бы мы сейчас не разместились, там везде есть люди, которые: о, а я уже их знаю, то есть, а я уже с ними давно и так далее. То есть на рынке мы уже очень узнаваемые, и это просто интересно. То есть, когда ты что-то делаешь, чем пользуется большое количество людей. Да, безусловно, здесь есть составляющая там заработка, безусловно, есть составляющая заработка, но те деньги, которые там сейчас мы получаем на торговых комиссиях или еще на чем-то, да, они, по сути, все уходят на реинвестирование там, на зарплату, на инфраструктуру, в общем, на все. Вот. Здесь именно вопрос в том состоит, чтобы оказаться в топ всех проектов и уже собирать как бы все сливки, да. Но опять же, там просто, скорее всего, ну, то есть я могу догадываться, то есть я не знаю, как на самом деле дела обстоят там наверху, да, но, скорее всего, там и как бы деньги приходят большие, и, соответственно, связи большие начинаются, и ты начинаешь сразу общаться с совсем другими людьми, там, с фондами и там с кем угодно, и тебе последующие проекты запускать проще, потому что у тебя уже есть портфолио в виде какого-то там громкого имени. Вот. А так, ну, на какие-то бытовые нужды денег хватает, как бы. Ну, а вот что-то еще, ну, я не знаю. То есть ты вот, насколько я знаю, тоже не из города, да, то есть родом. И, в принципе, в деревне-то люди привыкли Да. довольствоваться простыми вещами. Не знаю, вот оно как-то сидит в человеке, наверное, и остается вот эти вот какой-то, знаешь, то, что достаточно, то, что нужно немного для счастья, да, то есть оно вот как-то в другом все-таки заключается. Ну, для меня это азарт какой-то, азарт, интерес сделать что-то технологически, переплюнуть какого-то там другого конкурента. Вот, мне вот это вот нравится, вот движет вот это, короче. Круто, слушай, круто. На самом деле я тебя полностью поддерживаю, разделяю. Самого такой же путь, на самом деле. Ровно счетом в голове это забит. Слушай, а полярная звезда, вот что-то, ну, например, вот прям вот будешь максимально счастлив, короче, если придешь к этому. Ну, с точки зрения продуктов. Может Прям быть, не даже на Мисвап, а может там какая-то мечта там что-то еще дальше сделать. Там, типа, окей, на Мисвап, короче, стал номер один, всех выгрузил и насувал там куда надо. Вот, и стал номер один, короче, в дефиламе, там, панкейк курят в стороне. Вот, у тебя Сизи приезжает в Саратов чай пить, короче. Вот, это все, короче, хорошо. Вот, что дальше? Полярная звезда где? Слушай, мне кажется, тут главное действительно вовремя понять, что тебе достаточно денег для того, чтобы их тратить на какие-то вещи, может быть, которые не коммерчески важны для тебя с точки зрения какого-то финансового результата, а которые дадут действительно какую-то пользу там, миру какую-то. Да? То есть пускай даже ты на этом не будешь зарабатывать, но ты будешь какой-то нести смысл там, более глубокий, нежели чем просто там, заработать деньги. Вот. Я сейчас, честно говоря, прям конкретной цели нету, иначе это было просто мечтательство. Да? То есть здесь нужно действительно сначала достичь финансовых показателей, и уже потом, когда будет что тратить, я думаю, что какие-то человечные цели, ну, они есть в глубине меня, да, я просто не хочу их афишировать, чтобы это не звучало как пустой как бы звук, да. Вот Понятно. сначала фокус, он вот на финансовый действительно результат. Супер круто, и в этом я тебя тоже разделяю. Вся вот эта вот штука, которая творится вокруг, бизнес, там, направления какие-то, это на самом деле все только этап, вот, потому что большое желание, конечно, потом делать что-то такое значимое для людей. Вот, менять их образ мышления, поведение, еще что-то. Очень классно наблюдать, когда вместе с тобой все прорастают. Я помню даже вот свое сообщество, там, ну, 2 года назад, а я его там пособрал и в разных местах, где очень любят реферальные системы многоуровневые. Вот, и оно у меня такое совершенно другое.
Вот. Я сейчас вижу тех же самых людей, которые 2 года назад были другие, и про другое. И сегодня они очень сильно изменились и выросли. Блин, я такое счастье от этого испытываю. Вот. Даже в тот момент, когда они мне мозг драконят по поводу курса МДА, все равно я испытываю счастье от того, что в большой статистике очень сильно повлиял на них. И вот это драйвит. Это круто, конечно. И, естественно, нужен капитал, чтобы просто этот охват увеличить. Ну да, да. Понял, кайф Вот так вообще. вот. Очень сильно нравится. Что помочь, чем, какой поинт в сообщество отправить, Паш, основной, вот, что бы тебе хотелось? Вопрос смотреть. Хорошо. Сейчас мы прям, какой поинт сообществу передать? Смотри, нам действительно сейчас важно ликвидность увеличивать, да, то есть, по сути, ликвидность это является залог нашего дальнейшего развития. А, Реально, если сейчас кто-то где-то фармит на каких-то других дексах, там популярных топовых, да, то есть у нас по тем же самым парам, пулам ликвидности у нас доходность повыше. Просто если у вас нету какой-то привязанности к какому-то там конкретному дексу бренда, прям вот, ну, то есть вы прям горите прям сердцем прям и там болеете душой, да, то реально даже просто выгоднее вам взять и переложить средства на MISWAP. То есть вы можете прям сравнить, вбить там в поиске пул ликвидности, здесь вбить и увидеть, что там АПР может быть повыше. И переложить как бы, средства. Вот. Я не призываю покупать токен NMX, да, то есть, чтобы потом не было каких-то обвинений и так далее. Есть другие пулы со стейблкоинами, с биткоином, с эфиром, с кем угодно. Нам важна любая ликвидность, вот, но для тех, кто проникнется и поймет для себя выгоду там, экосистемы NMX и вот этого фарминг уровней, что они дают, и всякие вот эти штучки, плюшки, да, и в том числе повышенная доходность, и вот эти кэшбэки какие-то, да, конечно, никто не будет вам запрещать и в том числе вкладываться в пулы, где есть там NMX, например. Вот. Какую-то пользу, фидбэк дать, я думаю, это было бы неплохо, да, то есть вот взять, там, попользоваться и сказать, ребята, у вас все, допустим, круто, вот это да, а вот это вот можно было бы сделать по-другому, было бы интересно. Все фидбэки мы собираем, и потом они обрабатываются и принимаются на основе их какие-то решения. Вот, как-то так. Круто. Слушай, тут вопрос от подписчика, скажу, от человека, который нас наблюдает, знаешь, какой прилетел. Почему NMX торгуется только на одной бирже? Я, кстати, не смотрел на CoinMarketCap, где вы есть. Нет вот Pancake. Они-то NMX торгуется... Ну, на NomiSwap, PancakeSwap. NomiSwap, Nominex, там, да, вот. Ну, ответ простой, потому что мы не листились. По сути, листинг на биржах, особенно на каких-то больших, да, то есть он заключается в том, что ты с ними договариваешься на индивидуальных условиях. Как правило, это какие-то оплаты в виде денег, да, то есть оплатить для того, чтобы залиститься. Соответственно, какие-то совсем топовые там Binance, они оплату, скорее всего, не берут, то есть они своей репутацией дрожат. Но вот всякие биржи средней руки, которые там все, что ниже там топ-5, наверное, то есть они там не стесняются брать там, довольно большие деньги. Вот. Мы, честно говоря, не видим практического смысла в листинге. То есть заплатить там условно $100 000, чтобы у тебя просто была галочка, что ты залищен на бирже там, средней руки. Не, Паш, $100 000 вряд ли хватит. Там размер цифр другой сейчас. Ну, там разные есть, там разные есть. Там разные есть. Вот. И штука-то в том заключается, что я сейчас такую небольшую информацию, ну, потому что многие люди, которые в этом не варятся, они не понимают, как это все работает, как все это устроено, да. То есть вместе... Просто это зачастую не надо как бы. То есть это просто для галочки. Там смотрите, как ребята все устроено. То есть ты платишь деньги за то, чтобы залистить. Тебя листит, но если ты сам не предоставишь туда ликвидность, как бы просто будет пустая торговая пара, где не будет никаких торговых объемов. Вот, ты предоставляешь ликвидность, то есть ты подключаешься по API, ты пишешь своего торгового робота, либо берешь там стороннего, нанимаешь маркетмейкеров. Эти маркетмейкеры предоставляют ликвидность. И в том числе сами же эти сделки, эти торги формируют. И вот визуально вы видите, и вы радуетесь, что вот токен NMX залищен на какой-то там бирже средней руки, и там идет
там есть ликвидность, там идут объемы торгов, и вы думаете, что это много-много трейдеров торгуют NMX. На самом деле это все делается для видимости. Самые важные показатели сейчас можно видеть на NamiSwap в разделе Farm, где видно, сколько ликвидности в токене NMX именно на пулах ликвидности. То есть это самое важное, на что нужно смотреть. Потому что если даже токен будет NMX залищен на любой бирже, все равно сделки будут зеркалироваться на этой ликвидности, которая есть живая, настоящая ликвидность на NamiSwap. Да? То есть там сделка произошла, робот наш, который мы подключим, он это зеркало, он этот ордер, он отзеркалирует на этой ликвидности, которая есть на NamiSwap. Вот. Да, для видимости это неплохо, то есть для успокоения души каких-то людей, которые там смотрят на вот эти показатели, а на скольких биржах залещена монета, ну да, это, наверное, имеет определенный пиар-эффект. Но вот именно практической пользы того, что многие думают, что придут новые пользователи, новые трейдеры, начнут наши монеты торговать, купят ее по самые там помидоры, там, на всю котлету, такого не произойдет. То есть в большинстве случаев эти показатели, они просто вот для видимости. Вот, и генерятся самими там, биржами или проектами. Вот такая правда жизни, ребят. Да, я на самом деле рассказывал уже миллион раз об этом. Давно не понимают, они думают, что вот листинг, все ждут листингов. Вот думают, что это какая-то манна небесная. Нет, манна небесная только в том случае, когда у тебя маркетингом это все поддержано, когда там 100% аудитории, которые есть на бирже, хотят покупать. Для того, чтобы они покупали, должны быть инструменты. Инструменты все равно, грубо говоря, вот что касается NamiSwap, на NamiSwap будут. Вот. И ликвидность основная там, и ты просто такой донор становишься и помогаешь кому-то. Да. В общем, да. Слушай, а вот у тебя там вот лотокен есть, это вы сами залистились или они вас залистились? Я недавно общался с Преображенским после его вот этого перформанса, когда он там в зуме хер команду, я с ним тоже голосовой проводил. LA-токен, лотокен. Что за Нет, биржа? они нас сами залистили. Все, ну просто, наверное, видят по блокчейну, что активность есть в токене NMX, и, ну, как бы, ну, действительно, да, то есть получается какой эффект в коине получили, то есть они залистили нас, наши пользователи, которые смотрят статистику на CoinMarketCap, они видят, что, токен NMX залистил лотокен, что это за лотокен? Пойду посмотрю, что такое лотокен, да? Ну, то есть это работает то есть когда токен, который листит биржа, там, сильнее по бренд этого токена или проекта сильнее, чем бренд там, самой биржи, то есть биржи выгнались такие токены. Да? Почему? Даже если там не будет объема торгов, просто аудитория этого проекта узнает про биржу и там пойдет посмотрит, а что это за биржа такая. Вот, это вот, ну, вот так это работает. Да, у нас тоже есть в МДАО какая-то китайская биржа взяла и сама тоже это все сделала. BKX называется или еще что-то. Ну да. И вот теперь, получается, вся твоя аудитория видит, что вот есть такая биржа, и кто-то даже, может быть, туда идет, регистрируется, кто-то там что-то делает. Ну, то есть, да, то есть это, по сути, часть маркетинга, то есть листить какие-то популярные монетки, которые обладают какой-то аудиторией, там, комьюнити. То есть, да, это нормальная история. Пусть листят, главное, чтобы бесплатно, и чтобы это вообще не отвлекало. Вот, ну да. Делают, и тогда это нормально. Окей. Ладно, вообще супер разговор, Паш, я вам тебе очень сильно благодарен и проник. Да, тебе тоже. Проектом твоим, вообще мега кайф. Большие молодцы. Слушай, знаешь, что хотелось? Какие нововведения, какие релизы, что прикольного будет впереди? Про часть ты уже рассказал, так уж получилось. Что-нибудь еще? Будет что-нибудь прикольное? Еще? Вот у нас 3 релиза прям назревают в ближайшие 2 недели. Это, получается, новые пулы ликвидности со стейблкоинами на основе концентрированной ликвидности, где вот там есть, в общем, там все это чистая математика, но где в 100 раз больше будет ликвидности, чем есть на самом деле, условно говоря. Вот, потом запускаем бустинг пулы, это когда вот сейчас у нас есть стейкинг, где ты просто кладешь токен NMX, и тебе капают новые токены NMX, и ты вот там получаешь сколько-то процентов, там 82. Бустинг – это история, когда ты можешь положить, там, заморозить там, на месяц, там, на 3, на 6 или на год и получать повышенный доходность за этот стейкинг. То есть это вот для тех, кто верит как бы, в NMX, для тех, кто уже и так как бы давно и планирует быть давно, пожалуйста, можно будет получать дополнительную доходность. Для токена NMX это, по сути, означает то, что действительно из оборота будет опять-таки убрана определенная часть токенов, которая будет там заморожена. Да? То есть это опять позитивное влияние на цену токена NMX. И вот то, что я говорил, кастомные фарминг-пулы, когда любой проект, абсолютно любой проект сможет запустить фарминг-пул у нас. Если посмотреть
на CoinMarketCap в разделе DEX, там можно увидеть, что у PancakeSwap, сейчас я гляну, PancakeSwap, да, у PancakeSwap вот этих пулов почти 5000 пулов. То есть это прям рекорд. Да, и почему, откуда они взялись? Потому что реально многие проекты запускают там пулы ликвидности. Ну, потому что, а где еще, как бы, да? То есть нужно на каком-то DEX запустить пулы ликвидности. Вот, но это просто пул ликвидности, да, то есть это не фарминг. То есть вот мы пошли дальше, и вот я рассчитываю, что мы таким образом сможем привлечь очень много проектов к нам, потому что в 3 клика проекты смогут запустить фарминг-пулы, то есть мотивировать людей именно фармингом их токенов, не нашего NMX, да, то есть они могут их же токен насыпать сколько угодно, там много, там, генерируя какую-то большую доходность и тем самым увеличивать ликвидность. Посмотрим, что из этого получится. Это такая гипотеза у нас, что у нас это выстрелит, что все получится. Посмотрим, что нам это даст. Это будет интересно понаблюдать. И, соответственно, в сентябре запустим конкурс на предоставление ликвидности. То есть там сделаем так, нам нужно будет как раз-таки вот до конца года на номер 2 выйти по объему ликвидности, и там будет конкурс на привлечение новой ликвидности. Это вот одна из механик, о которой я говорил как раз. Там, кто больше там будет много призовых мест, но, короче, смысл простой. Кто больше привлечет новую ликвидность, тот получит больше денег USDT. Вот такая история. Ура! Вообще, огромное спасибо. Вот, спасибо, что нашел время. Спасибо, что технически помог. Спасибо, что добавили фарминг пул MDAO BUSD. Теперь вот всем пользователям можете идти свапать и торговать еще и на NumSwap. Вот можете фармить вот MDAO BUSD. Мы это еще фарминг в автофарм добавим, будет еще интересней. Вот появился стейкинг для пользователей. Опять же, спасибо здесь Павлу и команде на NumSwap. Они выделили токенов, поэтому теперь есть возможность партнершип стейкинга, стейка MDAO, получай NMX. Вот, ну а дальше что? Дальше больше интересней. Сейчас ссылочку размещу в канале. Еще раз сообщество на NumSwap. Идите, поддержите. Что, Паш? Напомни, ты вот в своих постах говоришь, что вот можно купить NMX на каком-то DEX. Я не помню, как DEX называется. Куда ты людей отсылаешь, аудиторию свою? Не, я не говорил о том, что можно на каком-то DEX купить. Не, ты говорил, что вот MDAO можно купить на DEX на каком-то, я уж не помню. MDAO можно купить на панкейке. На панкейке, вот. А эту ликвидность, которая вот у вас там на панкейке, это ее кто сформировал? Это ликвидность мы сами сформировали. Вот мы ее вот, поставили, Вот, а теперь ты можешь свою аудиторию говорить, что вот, ребят, есть на NumSwap полуликвидности, добавляйте туда как бы, MDAO, там, BUSD, будете зарабатывать NMX и тем самым повышать ликвидность. Как бы, да, за счет, получается, вовлеченности своего комьюнити. Чем больше ликвидности, менее чувствительный MDAO будет связкам. Офигенный поинт. Вообще, Паш, спасибо, да, что выпал про эту тему, реально. Тем более есть мотивация это делать. Если на панкейке особо мотивации нет, ну там есть своеобразная она, да, то есть, то здесь еще и партнерская. Короче, нормально, да, работаем, как говорится. Супер, я тебе благодарен, говорю еще раз за все. Спасибо, тоже, да. И, чем можем, поможем. Вот сейчас еще и ссылку скину на NumSwap, на сообщество. Вот. Че, ну поехали дальше. Да. Придумаем. Смотрим, как сейчас стейкинг отработает. Дальше будет видно, как дальше разбираться. Спасибо тебе огромное. Вот. Тебя обнимаю. Спасибо. Да, всем пока. Да, давайте, ребят. Да, пока. Спасибо. Governments are going to start losing income tax revenues. And they're going to panic. And they're going to say, this is against the law. But how do you stop something that cannot be stopped?
Bitcoin rise has anything to do with belief in the blockchain. It simply has to do with the belief in cryptocurrencies. I mean, once you start using cryptocurrencies, whether it's Bitcoin or Monero or Litecoin, it doesn't really matter. You see the facility, you see the ease of use. You see that without a central bank control, the value of that currency depends upon the users of that currency. And why is Bitcoin growing so fast? Because it's getting